Дело в том, когда человек, женщина особенно, пусть это будет какая-то тетя, бабушка, мама, уставшая от работы, можно сказать, уставшая, загнанная, как белка в колесе, которая все время работает, у которой может быть какая-то неудовлетворенность от своей жизни, нелюбимая работа, проблемы в отношениях и так далее. То есть человек, проживающий свою какую-то жизнь, у нее свои проблемы, у нее нехватка энергии. И она что делает? Она хочет получить энергию. Ей не хватает своей энергии. Как мы наполняемся энергией? Мы идем на природу, мы занимаемся любимым делом, мы общаемся с близкими людьми. Но когда эта женщина, уставшая, с нехваткой энергии, едет навестить свою внучку, ребенка, может быть, это дети, внуки и так далее, то она в данном случае выступает в роли кого? Вы догадываетесь? В роли вампира. То есть, что идет? Вампир – это значит, что она начинает подпитываться энергией этого ребенка. А вы знаете, что дети обладают невероятной энергией. Это божественные создания. Это, можно сказать, дети, которые живут в состоянии души, которые счастливы от своей природы, изобильны, у них очень много светлой, чистой энергии. И вот приходит такой человек, у которого не хватает энергии, начинает подпитываться этой энергией. Но, естественно, что происходит с ребенком? Он это чувствует, естественно. Во-первых, он чувствует то, что чувствуют взрослые. У взрослого какие-то проблемы, нехватка энергии. Ребенок будет отдавать, он будет спасать. Ребенок всегда выступает в роли спасателя. Это происходит совершенно бессознательно, он ничего не понимает. Но он будет отдавать свою энергию для того, чтобы помочь близкому, любимой тете, любимой бабушке, любимой мамочке и так далее. Вот. Стоит ли нам это делать? Нам нужно это понять. Вы устали, вам не хватает энергии, не надо вампирить своих маленьких детишек, маленьких деток. Не надо забирать их чистую божественную энергию. Она им нужна самим для их развития, для их опыта, для их жизненного пути, который впереди. Вы как осознанный человек, особенно если вы находитесь в этом поле, вы должны быть уже осознанным. И вы должны понять, что как мы набираемся энергии, как женщина может наполняться энергией. Для женщины очень важно наполняться энергией, потому что она питает своей энергией всех вокруг себя. Она дает. Женщина дающая всегда. Это природа такая у женщины. Давать, отдавать энергию свою. Наполнять всех вокруг себя, близких, семью, детей, партнера. Это природа такая женщины. И поэтому женщина должна понимать это и должна уметь наполняться энергией. Как мы наполняемся энергией? Во-первых, центр на себя, фокус на себя, не распылять свою энергию вокруг. Наполнять себя за счет того, что мы сохраняем себя, свою целостность, свои личные границы. Мы фокусируемся на себе в первую очередь и наполняемся через то, что приносит нам радость и удовольствие, любование природой, какими-то физическими упражнениями, легкой прогулкой, медитациями, йогой, любимым делом, любимым занятием, музыка, любование красотой, общение с позитивными людьми. Понимаете?
людьми, которые вас восхищают, на которых вы хотите быть похожими. Вот это то, что окружает вас позитивной энергией, позитивными вибрациями и наполняет нас энергией. Я знаю, что вы это многие понимаете, что дети зависят от нас, они находятся в нашем поле до 7 лет. И все наши проблемы будут сказываться на их здоровье, на их самочувствии, на их самооценке, на их личных границах, на их любви к себе. Поэтому наполняйте детей энергией, но не забирайте у них энергию. В этом случае идет нарушение закона иерархии, закона потока энергии от старшего к младшему. Помните об этом, пожалуйста, и старайтесь соблюдать эти законы, как родовые, так и законы Вселенной. Будьте осознанными, это должно стать естественным состоянием вашим, быть осознанными и понимать, когда вам не хватает энергии, что вам нужно делать. Я хочу погулять, ну идите погуляйте. Я хочу в театр, ну пойдите в театр. Я хочу встретиться с друзьями, пойдите встретитесь с друзьями. Слушайте свой внутренний голос. Что говорит вам интуиция? Подумайте об этом еще раз. Наполняйте себя энергией и любовью.